Приветствую! В этом видео я, рандомный чел на ютубе, хочет открыть свой очень важный рот на тему, откуда у Sonic Exe хейтеры и почему они появляются. Если вы задаетесь вопросом, а зачем я делаю это видео, я не особо видел то, чтобы кто-то вдавался в эту тему подробнее. Еще то, что раньше у меня было очень негативное мнение о нем, когда я был еще малолетним дебилом, который хейтил Экзе и не понимал, почему оно популярно. Да, уже повзрослев и поняв, почему это популярно, у меня уже нет такой ненависти, но осадочек остался. Лады, пора бы погрузиться, почему Sonic Exe ненавидит и откуда лезут хейтеры. А, да, дисклеймер. В этом видео автор может выражать свое субъективное мнение через разного рода юмор, который может показаться для некоторых несмешным и даже оскорбительным. Автор не ставит цель оскорбить людей, которым нравится данный контент. Он только хочет поделиться своей точкой зрения касаемо контента, связанным с экзотематикой и подобным. Не воспринимайте видео слишком серьезно. Спасибо за понимание. Так, что у нас по листу? Неоригинальность, однообразие игр по Sonic Exe и подобных, которые повторяют следующие тропы. Иди направо, чтобы тебя грохнули. Злая страшная бабайка, которая творит страшные вещи своими жертвами. Кетчуп, сосиски и так далее. Тут нам надо заглянуть в прошлое, так как эти три элемента до сих пор актуальны в Exe играх. Ну-ка, Максим, что там у нас в прошлом? Самая первая игра по Sonic Exe была выпущена 13 августа 2012 года под авторством Мист Кримзона. Он сделал эту игру за 3 дня ради шутки и не ожидал, что оно наберет много внимания и популярность. Игра имела простую задачу — прийти из точки А в точку Б, чтобы пронаблюдать смерть персонажа. Но несмотря на простоту и зажимание правой кнопки, игра стала очень популярной не только тому, что она была адаптацией оригинальной трипи, еще и благодаря ютуберам, которые могли сфокусироваться на страшилках без каких-либо сложностей. А из-за простой концепции, многие пытались повторить этот успех, делая Что можно заметить, это то, что самая первая игра и последующие имели очень простую концепцию. Берем перса из чего-нибудь для детей или подростков, уродуем его, делаем его типичного маньяка-психопата-садиста, и вуаля, основная пугалка готова. Теперь можно сделать игру, где она творит страшные вещи, убивает всех по одному, а на качество плевать, схаваю. Только вот проблемка. Этот аргумент работает, если мы говорим только про старье. За некоторыми исключениями, с новыми же все по-другому. Почти что. Да, идти из точки А в точку Б и злая бабайка как злодей до сих пор в силе, но на сегодняшний день они упираются на графон, анимки и визуал. Также и про звуки и левел дизайн. Да, хождение из точки А в точке Б осталось, но в некоторых играх наблюдается хоть какой-то левел дизайн, не являющийся прямой кишкой. А про геймплей... А зачем он в Sonic Exe? У нас тут главное страшилки и бабайки. Так что геймплей не обязательный. Так и меньше усилий надо прилагать. Да и ютуберам будет легче пугаться. Или делать вид, что им страшно. Как похожие примеры, приведем следующее. FNF моды по Exe и ими подобными, майнкрафтовские чупакабры, которые появились из одного мода под названием Cave Dweller, и Nextboты, которые являются картинками. И что же мы видим? Объект другой, а вот появление конвейера очень похожее. Есть незамысловатая и простая концепция, которая очень гибкая на изменения. Она получает популярность, это приводит к тому, что появляется куча версий этой концепции. И это будет продолжаться, пока популярность не иссякнет. Тут мы разберем все хоррор-аспекты, которые могут триггерить людей. Ну, кроме того, что это экзески. А, кстати, это первое по списку, что мы разберем. Значит так. Они часто ходят с уродливой рожей, есть большое скопление перекрасов, и они обладают особыми характерами и особыми силами. Для более четкой картины возьмем очень оригинальных и очень крутых персов стародавних годов. Уже чуете почему? Интенсивный аурофарминг во время монологов, убийств, пыток. Чек. А, ну да, они еще очень крутые способности имеют, поэтому тоже чек. Не спорю. Есть версии, которые не затрагивают никак Сониковскую вселенную, а находятся в человеческой реальности. Сейчас в своем мани-мирке и других в свою игру приглашают. К ним особо вопросов нету, а вот к тем, кто врывается во вселенную Соника, уже больше вопросов. Я, пожалуй, вставлю эту картинку.
Первая проблема. Большая их часть во всех смыслах является бабайкой. Не, ну а что? Ходят страшной рожей, чтоб тебе было некомфортно. С характером то же самое. Есть, конечно, и интересные экземпляры. Там с лором, предысторией и все такое. Но по большей части это редкие исключения из правил. И что у тех, и что у других есть очень-очень имбовые способности. Ну, скорее всего, это сделано ради хоррора, чтобы ты точно их боялся. А, и еще это, оправдать их, как бы так сказать, огромный объем выпендрежа. А теперь, почему это хейтят? Для некоторых это выглядит очень тупо и нелепо. Да, она корчит рожи, да, она уберсильная и так далее, но бабайка в шкуре персонажа остается бабайкой в шкуре персонажа. И огромное количество пафоса, лора и так далее ничего особо не изменит. Да и понятное дело, их главная роль это быть бабайкой и творить страшные вещи. Надо про них еще и рассказать, и объяснить, почему люди на это воняют. Криповая часть экзе держится на следующем. Страшные рожи и окружение, пафос и аура, также главный элемент всего экзо-хоррора — расчлененка. С первыми двумя понятно, а вот про мясо и убийство сейчас расскажу вкратце. Хотя стоп, а зачем мне это объяснять? Это легче показать, чем объяснять. Вот крот, вот хомяк, хрум-хрум, шмяк-шмяк-шмяк, мясо. Ну вы поняли. Слишком много опираясь на кишки ради хоррора, мы получаем людей, которым не нравится то, кто их персов превращает в тупую шугалку, а вот других пускает на корм. Короче говоря, вся эта кровятина ради фактора шока, а не потому, что они хотят его смерти. Фух, с контентом все. А вот теперь перейдем к людской части. Фанаты экзе, поворот, это обычные люди. Есть нормисы, есть неадекваты, ну камон. Это база буквально каждого фандома. Но мы тут говорим про хейт, так что речь пойдет о неадекватах. Ну и про штуки, которые людям не нравятся. Фанатики понятно. Они представители навязчивой, громкой и вонючей части фандома. И им место в детском саду. Создателей контента все намного интереснее. Да, контента много, все такое, разное качество. И эта большая часть контента очень схожи. Иногда слишком. Хоррор моды по ФНР, с душой сделанные проекты, качественная музыка, визуал, спрайты, но не изменяющаяся концепция. Рэп-баттл не на жизнь, а на смерть с бабайкой. Интересно, не орда ли там и случаем этих модов? Из-за того, что этих модов до хрена, и на них слишком большой спрос, на другие не хоррорные моды закрывают глаза, ютуберы по хоррорам зарабатывают бабло, а детишки падают со стулов. Ах да, молодые люди и брейнрот. Сейчас расскажу. В основном это те, которым заходит крипота. И кровушки они не боятся, потому что в экзофандоме это норма. А чем больше кишков и крови в экран, тем страшнее. А когда что-то популярно у молодняка, то приходит, правильно, челы, клепающие Эльзагейт. И какой контент они делают, ну объяснять тут вообще ничего не надо. Из-за них и стереотипы появляются, и страдают те, кто делает крипоту. Я бы многое мог бы еще рассказать. У меня там по списку всякие драмы, скандалы и так далее. Но, увы, нельзя делать ролики выше 9 минут, и пока что не впадло исправлять это. Но вот мне не впадло кое-что сделать. Тут одна серия комиксов есть, и она собрала все, что мне не нравится в экзешках. Поэтому для меня это идеальный кандидат на рассмотрение. А также идеальный кандидат на мемы. Но не сегодня. Все, что я сказал. Остался я довольным? Да. Не знаю, что насчет вас, но можете высказать свое мнение в комментариях. Объективную критику я ценю, и она помогает мне становиться лучше. Спасибо за просмотр, надеюсь, сильно чувство не задел, ну и развеял некоторые стереотипы. Пока, удачи и до свидания.